В геле сдуваются губы. Слышите звук? Это блеск с пчелиным ядом, короче. Жалом. Не знаю, ядом. Увеличивает губы. Вот здесь видео со съемкой цен на продукты в Португалии, в Лиссабоне, когда мы жили, мы ходили снимать. А сейчас мы вышли... Как что? Геля накачала губы, хочет показать. Я не могу улыбаться, потому что они сдуваться начинают. Итак, идем снимать в магаз Кото. Гипермаркет Кото, недалеко от нашего дома, метров 700 всего. Путь занимает 5 минут буквально, но это один из самых известных здесь супермаркетов, магазов, поэтому сейчас здесь посмотрим, какие цены. Пока я монтировал это видео, аргентинский песо упал примерно на 10%, поэтому цены, показанные в этом видео, актуальны на момент середины декабря 2022 года. Сейчас цены в магазинах примерно на 10% выше. Прикол заключается в том, что и рубль в декабре упал примерно на 10%. Не очень-то прикольный прикол, конечно, потому что если бы этого не случилось, цены в рублях на все были бы еще ниже. Короче, за счет всех этих декабрьских пертурбаций, для того, чтобы получить актуальную на момент середины января 2023 года цену в рублях из аргентинских песо, нужно по-прежнему брать цену и делить ее на 5. А если быть супер точным, примерно на 4,3. При этом цены в супермаркетах повысились примерно на 10%. Поэтому для того, чтобы узнать актуальную цену на текущий момент времени, нужно взять цену из этого видео, добавить к ней примерно 10%, неважно, вы в песо возьмете или в рублях, и получится актуальная цена на момент января 2023 года. Приятного просмотра! Берем тележку, Геля повезла, окей, едем снимать. Мы находимся сейчас в Кото, это самый, наверное, большой гипермаркет хотел сказать, в Португалии, в Аргентине. И здесь можно купить все, что угодно. Здесь несколько этажей. И вот на первом этаже готовятся к елкам. К Новому году. Нормально. Я для удобства умножаю на 20. Получается 4000 рублей. И это достаточно большая елка. В Ашане возле дома в Москве у меня самая боссовая елка стоила, примерно 2000 рублей. И это была какая-нибудь такая маленькая фигнюшка. Вот, поэтому, мне кажется, эта елка, да, не самая красивая, но это показатель. Я не знаю, сколько должны стоить елки. На мой взгляд, вот за такую хрень 4000 рублей. Это просто трэш. Кружки по $3 примерно. То есть вы берете цену, делите ее на 5, получаете рубли. А курс доллара примерно 310. То есть если разделить на 310, то получится доллары. Вот, но доллары мы не будем получать, будем делить на 5, чтобы было понятнее в рублях. Что еще? Это, я так понимаю, акционные отделы, поэтому здесь мы даже не задерживаемся, идем сразу вперед. Что мы там снимали в Португалии? Я вот не совсем хорошо помню. Мы снимали что-то... Мы снимали просто, вот ходили вот так, по-моему, кругами и снимали все, что мы могли найти. Поэтому давайте здесь сделаем примерно таким же образом. И вот, к примеру, печенье. Какое-то непонятное печенье с начинкой посередине стоит 455. 455 это примерно на 5, если разделить, 100 рублей. Вот всякие такие штуки, которые мне совсем не интересны, но если кто-нибудь любит, вот печенье с шоколадом инкрустированным. Чем мне не нравятся аргентинские магазины, и в данном случае Кото, тем, что у нас одно печенье, и оно расположено всю полку. Типа, почему нельзя поставить просто в ряд? Тогда магазин был бы в 3 раза меньше, и было бы удобнее в нем ориентироваться. А это вообще отличительная черта местных магазинов. Максимально широко в аргентинских гипермаркетах расставляется не только печенье, но и большинство других товаров. Только что была мука за 177 песо, а вот эта мука подороже за 255. Сверху была био-эко-понтовая мука почти 70 рублей. Вот макарошки по 35 рублей, это 180 песо. Это зеленый горох в крупе за 43 рубля примерно. А вот эту штуку я вообще ни разу не пробовал, какая-то крупа из кукурузы за 55 рублей.
Это опять же эко-глютен фри макарошки в симпатичной упаковке по цене почти 100 рублей за пачку. А вот кофе тут дорогой, хотя казалось бы рядом Колумбия, Бразилия и все такое. Почти 400 рублей за банку растворимого Нескафе. За пачку такого же кофе в зернах придется заплатить 274 рубля, а вот кофе в салатовой упаковке по Пантове 600 рублей за пачку. Вот молотый кофе средней паршивости 114 рублей за пачку 250 граммов. Берете две, получаете каждую по 8,6 рублей. У нас раньше были Зука и Юпи, если вы помните. Вот это похожая дрянь, этим напиткам тут посвящены огромные стеллажи, они пользуются популярностью, пакетик стоит примерно 4 рубля и хватает на 5 литров. Есть импортная Барилла, в среднем по 300 рублей за пачку. Оливковое масло в районе 200 рублей за пол-литровую бутылку. А вот мюсли, батончики по 30-40 рублей. И Несквик обязательно, он 200 рублей за пачку. Хотя, если берете две, получаете всего по 134. Есть экстра virgin, а есть какой-то другой. Она будет более пахучая, правильно? Не рафинированная. Давай попробуем. Масло растительное. 120 где-то рублей. 150. Это у нас 1,5 литра, поэтому цена подороже. Вот это уже кукурузное масло. Вот это. Это вот 110 рублей примерно. Нет, что я вру. Я вру, это 40 рублей. 40 рублей, 60 рублей, 50 рублей за литр масла растительного. По-моему, в России ниже сотки уже цены не найти. Вот здесь есть какое-то мажорное, растительное плюс оливковое. Вот оно стоит 200 рублей за килограмм. Здесь чай Акбар, кстати. Это не русский чай? Акбар, не О, знаю. хер кукумбер. Огурцы. Нифига, блин, я голодная. Что у нас здесь есть еще? Вот это, я так понимаю, отдел с иностранными всякими специями, соусами и так далее. Например, какой-то вот соус сальса, достаточно дорогой. Если разделить на 5, получится 300 рублей почти. Барилла, вот эта известная марка, томатная паста с базиликом, 400 рублей. Ну вот это мажорный отдел, судя по всему. Здесь есть какие-то трилобиты или ракушки, что это вообще? Есть рис для суши, кофе. Вот это понтовый какой-то вроде как итальянский или какой-то кофе. Цены нету. Маринованные фрукты. Может быть, кто-то любит маринованные фрукты. Я в детстве обожал маринованные фрукты. И здесь вот банка такая, 820 граммов персиков маринованных, стоит где-то в районе 100 рублей. Чуть побольше. Вот есть подешевле то же самое. Подороже я не вижу. Персики подороже. Вот, вижу подороже. 740 за ту же массу. Это где-то 150 рублей. Расскажи про оливки. Ну, оливки все вкусные здесь. Блин, я просто уже, у меня слюни текут. Когда попросили просто продавца на рынке показать свой товар. Ну, у нас все в ассортименте представлено, все вкусное, в принципе, берите, не пожалеете. 100 рублей банка оливок таких офигенных. Это примерно 40 рублей. Они ничуть не хуже. 50 рублей. Все достаточно дешево. При этом качество офигенное, не такое, как у нас в банках. Вот, если вам чисто на один ужин, на один заточ, так сказать, маленький пакетик за 20 рублей. Вот большой пивас, пожалуйста, по 60 рублей. Вот пивас подешевле чуть-чуть, 55 где-то. Пожалуйста, водички сейчас наберем. Вау. Ну а пока Лёша ходил и разглядывал разноцветные бутылочки, нашу русскую речь услышал веселый парень из Колумбии. Оказалось, он говорит по-русски. Начал слушать твоей историях Да, о царях, да, и мне понравилось. Вау. Очень понравилось. Просто, что понравилось, вы выучили русский язык. Да, и я говорю по-английски, я подумал, хотел бы изучать другой язык, но не итальянский, по-итальянски, французский, но по-русски очень интересно. Здорово. Очень интересно. Это очень трудно тоже, Да. но я люблю
ваш язык. Ну, спасибо. Любимый царь. Да. Кто? Вау. Думаю, первый. Петр? Петр. Петр Первый. Да. О, мой потому тоже. Что, думаю, что, Мой он- тоже. Да? Да. Он построил Санкт-Петербург. Да, мы Да, оттуда. да, мы оттуда. Памперсы. Хаггис. Известные памперсы. Без скидки 400 рублей. За вторую упаковку уже поменьше, всего лишь 200 рублей. Может быть, кому-то нужны памперсы. Сейчас такое время. Вот здесь в магазине, в обычном гипермаркете есть этиловый спирт. Алкоголь этилико. И он стоит, смотрите, 324. То есть он стоит меньше 60 рублей. То, что у нас в России, в общем-то, забанено и нельзя покупать, если ты не ИПшник и не заполнил миллион всяких документов. Здесь, пожалуйста, можно купить в магазине. Здесь в магазах выставляют не вглубь, а вширь. То есть вот эти все одинаковые памперсы расставлены в ширину, но не в глубину. Вот, кстати, памперс стоит 500 рублей почти. Мыло 80 рублей. Какой-то гель там 50 рублей антибактериальный. Мыло такое вот 30 рублей. 70 рублей. Вот такая Рексона стоит 70 или 80 примерно рублей. 90, чуть побольше, ну и так далее. 2 зубных щетки за 40 рублей примерно. Что скажешь про деньги? Про цены вот здесь, на женские, например, штуки. Не знаю, ну, допустим, вот эти маски обе, каждая по 400 стоит. Это сколько рублей? 70 рублей примерно. Мне кажется, в России, наверное, примерно так же. Мне нравится, что здесь все в целом пониже, но насчет именно товаров, как шампунь или там маски, мне кажется, стоит так же, как и в России. Итак, кола. Кола, которая у нас сейчас в России, что? Дефицит. Есть вот такая местная кола за 50 рублей за 2 с лишним литра. Но есть вот такая настоящая кола. Она стоит 100 рублей за 2 с лишним литра. 2,25 здесь такие интересные граммовки. Без сахара примерно вот 105 рублей стоит эта кола. Кола с сахаром стоит ту же самую цену за 2,25. Меньше сахара, та же стоимость. Пепси, обратите внимание, дешевле. За тот же объем 2,25 стоит всего лишь 70 рублей. Я не помню таких цен в России. Я сейчас не хочу говорить, что ой, в России все супер-мега дорого по сравнению с тем, как здесь. Нет, не все. Далеко не все. Но в целом здесь действительно продукты очень дешевые. Вот вода 2 литра, не газированная, 40 рублей. Хорошая водичка, кстати, есть подешевле. Вот есть вообще без этикеток. Смотрите, какая, вау. Вода без этикеток. Все выгравировано. Эмбоссировано, что называется. Выдавлено. Вау, вот это класс. Прикольно. Она стоит чуть-чуть подешевле, но тоже в районе 40 рублей. Миринда. В детстве я помню Миринду, обожал. У нас она исчезла, заменилась Фантой. Ну, в ту же цену, как и Кока-Кола, чуть подешевле. Нет, намного дешевле. 50 рублей. 50 рублей за такую бутыль. Прикиньте. По-моему, достаточно дешево. По-моему, дешевле, чем у нас было. Даже в те времена, когда у нас все это было в наличии. Не молоко. Смотрите, not milk. То, что у нас называется не молоко, здесь стоит в районе 100 рублей. Хлеб, как я сказал, здесь полная залупа, вообще недостойное внимания. Но, тем не менее, стоит в районе 50 рублей. 50-60. Вот, хлеб, он весь такой, не прикольный. Основа для пиццы. Но я не думаю, что очень дорого. Не вижу цены. А вот цена. 100 рублей. Геля просит меня выбрать хлеб, хотя хлеб здесь полное просто говнище. Вот какие-то маффины. Это bien? Bien? Да, говорят, вкусные. Не знаю. Возьмем вот такую с томатом за 119. Это 30 рублей. Небольшой фудкорт такой, сам накладываешь. Вот миско, крабовые палочки, это свинина какая-то, мидии. Смотрите, мидии за килограмм
сколько за килограмм? 300 рублей за килограмм готовых мидий с лимончиком. Вот эти эмпанады. Эмпанады карне, это с мясом. Карне, в смысле с говядиной. Офигенные. У нас рядом с домом такие готовят. Просто кайф, балдеж и прекрасный вкус, удовольствие. Вот осьминоги, пожалуйста, тоже очень дешевые. Кальмары, точнее, не осьминоги. Мясо, рыба белая. Не знаю, меня вот это прям прикалывает. Что еще меня прикалывает? Это вот здесь вот другой салат-бар. Сегодня выходной, поэтому здесь не так все свежо выглядит. Но обычно в будние дни здесь полный свежак, вкуснятина. И просто сюда можно приходить, чтобы купить себе поесть. Очень дешево, вкусно. Морковка вот нарезанная, не надо чистить и тереть. Яйца важная херня, что не говори, правильно? Правильно, как дискотека «Авария» пела. Вот. Ну, например, вот это самые дорогие яйца, которые я здесь вижу. Какие-то мажорные, в мажорной упаковке. За 12 штук 561. То есть это 100 рублей примерно за 12 штук. Но если вы не хотите настолько мажорные, есть вот подешевле, 500. Нет, хотя, в принципе, такая же цена. Вот котовские яйца. Котовские яйца. Видите, везде написано, что Made in Argentina. То есть местное производство. Но мы обычно берем по 6 штук. Вот такие вот. Потому что зачем сразу много, правильно? Пожалуй, возьмем мидий. Обожаю вот таких мидий. Вау, смотрите, какие просто красавицы. Я взял яйца. 6. Нет, возьми большую, они очень быстро уходят. У Геля яйца быстро уходят, поэтому берем большую. Срочно. Экстра гранде, экстра большие. Полнится корзина наша. Какие-то грибы появились в ней. Овощи непонятные. Да? Что это? Перец какой-то болгарский. Как я вам и говорил, вот этой дрянью завалено здесь просто все. Миллион разных вкусов, куча химозы. Просто такие вот огромные, смотрите, отделы. Вот какая-то подороже. Вот этой просто химией завалено, тут заставлено огромные полки просто слева и справа. Слева и справа. Вот энергетики. Кому интересно, я думаю, много может кто сравнить цены на энергетики. Здесь 40 рублей за банку местного Leader Speed Unlimited. Окей. Monster известный. Вот, Monster. 60 рублей. Monster 60 рублей. 60. Весь Monster по 60. Red Bull чуть-чуть подороже. Вот этот даже подешевле, а этот подороже. За 335. 70 рублей за банку Red Bull. А это, знаете, что это? Это сок винограда. Сок винограда, на него будет отдельный обзор. Он стоит почти 100 рублей. Я никогда в жизни не пил сок прям именно винограда. Написано 100% натуральный сок. Поэтому попробуем его взять. За 100 рублей сделаем обзор на натуральный виноградный сок. Кстати, да, мы сейчас здесь уже полчаса находимся, и нас еще не выгнали, к нам никто не подошел, в отличие от Португалии, где нам сразу подбежали чувачки в футболках security, которые сказали: здесь нельзя снимать, что ты делаешь, здесь у нас свободная страна, здесь нельзя снимать. Вот. Não pode filmar aqui dentro. English? Não, eu sou português, o senhor não pode fazer isso aqui. No photo? Não. Não, 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 não. Сыр с плесенью, который мне нравится, смотрите, в районе 100 рублей за кусочек, 165 граммов. То есть за килограмм он стоит где-то 900 рублей. Вот здесь есть подороже чуть-чуть сыры. По-моему, такой мы ели в Португалии. Есть подешевле. Вот сыр в нарезке. Какой-то простенький сырок. Пожалуйста, за 100 рублей вот такую вот 300 грамм получаете. Здесь в Аргентине очень местных производителей поддерживают, поэтому много продукции выращивается, изготавливается прямо здесь же в Аргентине. Здесь нет сильно высокие цены на продукты, хотя для местных они достаточно высокие. Просто если у тебя доход в долларах, то ты живешь с кайфом. Если не в долларах, то прости, бро. Что еще важно? Ну, конечно, молоко. Пейте, дети, молоко, как там пелось, будете здоровы. Молоко 300. Ахаха. 60 рублей за литр. Достаточно дорогое. Вот поменьше. За где-то 45 за литр. Ну, я думаю, это близко к минимуму. 45 рублей. Ну нет, вот есть за
Я даже не уверен, что это молоко. Какое-то лече парсиальменте. Что мне не нравится, то что у них у всех почти нету вот открывашки. У них просто тетрапак, и нужно разрезать руками. Просто почти у каждого. Вот, большая редкость. Большая редкость. Есть такая открывашка. Что еще? Пивас на нас выглянул. Ну-ка, пивас сколько? 60 рублей за литр пива. Стеклянная баклажка, литр пива, 60 рублей. Хайникен по 50 рублей за банку такую. За 0,7 побольше. В среднем стоит 40 рублей за банку пива. Любого. Вот это за банку 40, это сразу за 6. Ну вот 50 рублей за банку пива. Ну вот 60 рублей за банку Stella Artois. Фрукты и овощи, свежак. Напомню, в Аргентине сейчас лето, поэтому здесь самое время для фруктов и овощей. Конечно, лучшие фрукты и овощи лучше брать не в супермаркете, но тем не менее, какие есть. Помидоры за килограмм 40 рублей. Вот это я не знаю, что за фрукт, заполито какое-то, редондо. Всегда было интересно, но я так и не погуглил, видимо, не очень было интересно. Огурчики. Огурцы берем, вот эти нормальные. Да, вот эти жесткие прям, хрустящие будут, хрусткие. Пожалуйста, 40 рублей. Перец, ну сами посчитайте, в районе сотки. Вот морковка, пожалуйста, где-то в районе 30 рублей. 20-30. Вот пошла жара, точнее охлаждение. Вы видели, только что охладилась водичкой. Капуста в районе, вот это, мне кажется, капуста, в районе 20 рублей тоже. Зелень свежая. Здесь вот помидоры не такие прикольные, но дешевле. Прикиньте, помидоры дешевле, чем капуста. Вау. Это немыслимо в моем понимании. Свекла вроде как, да? За те же самые 40 рублей. Шампиньоны по 40 рублей. За 100 граммов, правда, не за килограмм. Возможно, овощи дешевые, пока не настала зима. Вот кто любит баклажаны, 60 рублей. Или кабачки, я не особо разбираюсь в этом. Тыква, лук, окей, по 50 рублей. Картофель за 60. Вот есть картофель подешевле, 299. Это у нас что, в районе 50 рублей за картофан. Да, такой неказистый, но что поделать. Вот тыковка за 50 рублей. Это батат за 65. Лучок. Яблоки. Гренни Смит. Дорогие яблоки по 100 рублей. Даже чуть-чуть побольше за яблоки. Как по мне, так это дорого. В плане, я знаю, что они дешевле. То есть, я знаю, что здесь есть яблоки дешевле. Но если сравнивать с европейскими ценами или российскими, это, в принципе, дешево. Бананы вообще обожаю. Супер-мега питательные бананы. Надо их взять. Я думаю, чтобы взвесить. Они стоят вот 300 рублей. Точнее, они стоят 60 рублей. Всего 60. Апельсины того дешевле. Смотрите, какие прекрасные мягкие апельсины. Они могут выглядеть зелеными немного, но они очень вкусные внутри. Стоят 30 рублей за килограмм. 30 рублей за килограмм апельсинов кайфовых. Это просто где такое видано? То же самое. Апельсины, дыня. Белая дыня за 70 рублей за килограмм. И что здесь мы видим? Production Аргентина. То есть это реально все выращивается в Аргентине. Местное правительство очень субсидирует хорошо, спонсирует. Вот манго дорогой. Манго за килограмм сколько? Нифига, он легкий какой. Он, кстати, в отличие от португальского, какой-то вообще легкий, абсолютно не мягкий. Не будем брать манго. Вот миндаль, допустим, 3000, да? Это где-то 500 рублей за килограмм. Я знаю, в России минимум 1000 рублей за килограмм. Здесь 500. И нектарины. Вот нектарины стоят 120 рублей. Они очень твердые, кстати. Вот, пожалуйста, 120 рублей. Были ровные просто вообще. А это что, блядь? Это вата какая-то? Это плесень? Да? Это плесень?
Самое дорогое виноград. Виноград супер-мега дорогой. Пожалуйста, 600 рублей за килограмм. Все остальное недорогое. Так, вот здесь сначала, значит, вы набираете себе, а потом идете, и вам специально обученная девушка, которая знает наизусть все коды, она вам взвесит. Арбузы, здоровые такие арбузы, которые просто звенят тупо. 100 песо, 99 песо за килограмм. То есть это примерно 20 рублей за килограмм. Я помню времена, когда в России арбузы стоили в районе 5 рублей за килограмм. Вот это было классное время. Вот все, что осталось от мандаринов бедных. Тоже, кстати, производство Аргентина. А если перепутает код? И взломает Пентагон. Интересно было бы узнать, сколько она за сутки, например, вообще нажимает нажатий. Да, бананы здесь не любят, когда не упаковывают. Обязательно нужно упаковать в пакет такой вот, чтобы взвесить, и обязательно наклеить стикер. Мясо, мясо, мясо. Куда же без мяса? Что у нас здесь? Курица. Это охлажденная, я так понимаю. Здесь вот у нас все по номерочкам. Смотрите, например, номер Т8 на курице. Смотрим здесь Т8, сколько стоит. Вот столько стоит. Сколько это? По весу. На 5, если разделить. 240 рублей. 240 рублей за такой кусок курицы. Вот есть по весу побольше, поменьше. На номерки можно смотреть и определять цену. Вот здесь есть курица не целиком, а бедра, я так понимаю. Например, бедра номер Т5. Т5 мы смотрим здесь. Сколько стоит? 200 рублей за такие вот бедра. Не вижу грудки. Все есть, грудки нету. Вот есть ножки, да? 2 ножки всего. За сколько? Т2 40 песо. 2 ножки за... Чего? Чего? 2 ножки за 40 песо? 2 ножки за 40 песо. 2 ножки за 6 рублей? За 6 рублей 2 ножки? Это крылышки. Крылышки. 2 крылышка за 6 рублей? За 6? За 6 рублей 2 крылышка. Конечно, Аргентина не была бы Аргентиной, если бы не куча разной всякой говядины. Я даже не знаю, с чего здесь начать, к чему подступиться. Вот такие куски, допустим, биф. Крутой биф. Килограмм стоит 180... Нет, 200 рублей примерно за килограмм. Вот здесь нарезанная говядина. 230 рублей за килограмм. Тут, судя по всему, вот эта свинина, небольшой отдел свинины, а вот это снова говядина. И вот здесь говядина за килограмм 400 рублей. Я больше не вижу. Больше цены не вижу. Вот этот кусок, например, классный, по-моему, классно выглядящей говядины, смотрите, стоит 300 рублей. Тоже говядина, подешевле. 130, офигеть. Это, по-моему, самая дорогая, которую я здесь смог найти. Просто офигеть, какая дешевая, классная говядина. Да, рыба здесь не очень популярна. Давайте покажем рыбу. Чутарик чисто. Вот у нас стейки лосося грустные здесь, достаточно дорогие. Сколько это у нас получается? 1000 рублей, да? 1000 рублей за килограмм лосося. Все остальное, по-моему, подешевле. Вот белая рыбка, это что, окунь, не окунь, я не знаю, стоит всего лишь 200 рублей за килограмм. Мясо на развес стоит, я так понимаю, любое мясо, которое выбираешь, за 120 рублей. Вау. А, это свинина. Это все свинина, короче. Это не говядина, это все свинина. Вот это мраморное или не мраморное стейк? Я не знаю, но такой стейк 60 рублей. Ангуст. Да, это мраморная говядина. Биф ангус. 60 рублей. 60 рублей, прикиньте, за стейк такой. Вау. Супер дешево, по-моему. Супер, мега, гипер дешево. Понимаешь, да? Короче, вот я как корреспондент. В среднем бутылка красного вина, не знаю, кстати, не пробовала, но я думаю, что хорошего стоит 140 рублей. Могу сказать за одно только вино, которое я уже успела попробовать. Sauvignon Blanc, выращенный в Аргентине. И очень милая упаковка с динозавриком. Она мне сразу понравилась. Вот.
169 рублей. И вино просто изумительное. Мне так греет душу, что за эти деньги мы получаем не просто бырло, а действительно хороший продукт. Вино дом. Да, бухло здесь не такое дорогое, но здесь есть бухло на любой выбор. Есть и дешевое, совсем дешевое, есть достаточно дорогое, по моим меркам, 3500 за бутылку вина, это очень много. Но в среднем все здесь дешевле, и у меня есть такое подозрение, что качественнее, более качественно. Здесь вот к кассам, когда подходишь, то становишься вот в этом проеме и ждешь своей очереди, пока там человек, который на кассе сейчас расплачивается, не расплатится полностью. Туда никто близко не подходит. Я однажды подошел туда, подъехал с тележкой, как у нас, и мне сказали: молодой человек, сеньор, типа, отойдите, пожалуйста, потому что, не принято здесь так. Встречал инфу с акцентом на том, что Аргентина — это свободная страна, что здесь есть права, они соблюдаются и все такое. И я близок к тому, чтобы сказать, что это действительно так, потому что, в отличие от свободной европейской Португалии, к нам здесь не подошли охранники, не попросили выключить камеру. У меня охранник в Португалии, вот здесь на видео, требовал удалить видео. Прикиньте, вот это свободная Европа. А здесь страшная и опасная Латинская Америка. Я бы это более комплексно смотрел, я бы не говорил, что вот здесь все супер плохо просто по одному какому-то факту. Да, что-то здесь действительно не очень, но многое и хорошо. И вот лайфхак заключается в том, чтобы, когда ты идешь на кассу, обходишь всю вот эту очередь, которая есть с этой стороны, и идешь туда в конец. Вот я думаю, что та корзинка, это Гелена корзинка выглядывает. О, я был прав. Вот она не может ждать. Это выглядывает ее корзина. И она уже подъехала, поэтому спешим и торопимся. Ну и завершает наш обзор Halls. Halls на кассе за 20 рублей. Настоящий Halls. Здесь есть какие-то подделки на Halls, вот они. Но нет, это вообще жвачка. Но стоит так же. Но вот это настоящий Halls 20 рублей. По-моему, вообще по кайфу просто. У нас в России за 20 рублей сейчас даже бобс не купишь. Короче, мы завершили все покупки. Хочу сказать, что нам за все это время похода по магазинам никто не подошел из охраны, не попросил у нас убрать камеру. Никто не подошел из людей и не попросил у нас убрать камеру. В Португалии это было сплошь и рядом, достаточно часто. Здесь же все прошло чин-чинарем, как говорится. Вот такой папирус нам дали в этом прекрасном магазине Кота. И в конце сумма 19 215. Нам сделали скидку 313 песо, почти 50 рублей. И получилась итоговая сумма 18 902. То есть на текущий момент, на сегодня, нужно делить на 5. И мы получаем 3600 рублей. Что, в общем-то, довольно много. Но я думаю, что за такую же корзину в другом месте, например, в России, мы бы заплатили больше.